Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. Сегодня мы наблюдаем за котиками. У нас мейн-куны. Будем спасать соседского робота, у которого возникли проблемы. Проедемся по округе, посмотрим некоторые интересные места. Это Австрия, Каринтия, глубокая провинция. Также попытаемся решить проблему с травой, которую Ирина посадила и которая не захотела автоматически вырастать и автоматически подстригаться. Вот смотрите, это у нас Боденсдорф, самое большое село на нашем озере, на оси Ахерзе. Есть церковь и довольно большой Райффайзенбанк. Ну, такое село серьезное, там целых 3000 народу населения. Многие спрашивали про вот это растение. Я его показываю близко. Там такие маленькие цветочки, которые постоянно оказываются на хвостах наших котов. Они их приносят домой. Итак, как это называется? Давайте ваши версии, я вам потом скажу правильный ответ. Ну, вот, коты увлеченно смотрят на соседнюю территорию, ибо там приехал сосед. Сосед приехал, мы как раз с ним поговорили, объяснили ему про его робота. Я вам потом по ходу ролика расскажу, в чем там, собственно, была проблема, как она нам мешала и как мы с ней боролись. Арчик гуляет. На канале есть видео наблюдения с дрона, наблюдение по GPS, куда он там ходит. Анфисия продолжает свое общение с лебедями. И что интересно, если раньше родители становились между ней и птенцами, сейчас ничего подобного нет. Я про это сделаю отдельный ролик. А родители начали отделять птенцов. Это отдельная тема. А Арчик у нас присматривает, где бы ему перелезть. Он, в принципе, перелазит там, где хочет. Мы перестали бороться. То есть, где хочешь, пожалуйста, перелазь. Он постоянно ищет какие-то новые места, в зависимости от обстановки на улице. Если на улице там кто-то идет с собакой, он уходит сбоку к соседям. У нас осень такая, настоящая осень. И полно уток. А вот смотрите, начинается пора туманов. Туманы когда начинаются? Когда температура ночью падает ниже плюс 5. Вот если ночью там плюс 2, плюс 3, утром туман, который рассеивается в зависимости от плотности, к 11 часам, 12. Иногда, если совсем такой плотный туман, он может простоять до 2-3 часов после обеда. Вот эта компашка ходит, значит, они уже летают. На канале есть ролик, вот первый урок, как они учились махать крыльями. А сейчас они уже вовсю летают. Тут же давай разборки устраивать. Вот видео про лебедей смотрят почему-то гораздо меньше, чем про котов. А напрасно видео там показывают такие стороны их лебединой жизни, которые, в общем-то, многие не подозревают, что такое есть. Это наблюдение за округой. Красота. На фоне испарителя. Сделали профилактику системы отопления. У нас отопление уже включено, оно автоматически работает. Трактора, то есть продолжается, сельхозработы продолжаются. То есть они вспахали землю и сейчас уже проросли вовсю вот эти озимые. Вот зеленые ростки посажены. То есть здесь все, вот шоу не прекращается, непрерывно. Так, у соседей проблема. Вот, этот робот попался. Вот он так уже минут 15. Сейчас пойду спасать его. Это вот мы уже несколько раз. И он регулярно вот так зацепляется. И вот долбит, издает такие звуки, коты нервируются. Нам тоже вот этот шум как-то вот... Стали мы с Ириной посмотрели, что же там, собственно, происходит. Я зашел к ним во двор, их нету. Они сейчас в отъезде.
Оказывается, он зацепляется колесом за шланг, там проложен такой скрытый полив, подземная разводка вот шлангов капельного полива. И вот видите, он за шланг зацепляется колесом и не может выехать. Вот там вот эти шланги. Ну, соответственно, соседу мы потом сказали, что надо просто вот это дело бы прикопать поглубже. Вот. Прикопай поглубже, и все будет окей. Мы друг другу оставили телефоны, то есть на случай, если какие-то там ситуации возникают, ну, друг другу позвонить, всегда можно что-то сделать. Как-то зайти, ну, вот так какую-то помощь оказать. Ну, это нормально здесь. Здесь мы уже, в общем-то, перезнакомились со всеми, ну, давно уже здесь живем, и как-то, ну, наладились отношения. Вот смотрите, это утром я снимал, еще гора, за домом гора, она тоже в тумане еще, вот видите? И вот с утра я вижу вот такую картину. Вот там из тумана появляются 3 богатыря и их родители. Честно говоря, я вот в этих туманах ничего особо романтичного такого не нахожу. И мне вот эта пора туманов, ну, не особенно нравится. Ну, привет! Знаешь, что утром пораньше приплывали, спал я еще. Да, мне рассказали. Вот эти наши постоянные гости на завтрак прибыли. Они уже вовсю летают. Первого полета мне заснять не удалось, но вот они уже вовсю стали с места на место перелетать. И начинается процесс отделения детей. Я заснял, будет ролик, как раз вот первые признаки, вот, что родители начали, ну, как бы намекать детям, что пора бы вам в свою жизнь, уходить в свою жизнь. Вот смотрите, это Фельдкирхен. Рядом наш райцентр, мы относимся к этому району. И там кругом поля, лошади пасутся, трактора бегают, траву собирают. А вот это съемки самый конец октября. Последние числа октября. Ну, как видите, вот такая картина. Здесь очень сильно перемешано сельское хозяйство. Ну, котика чего-то заснял. Здесь сельское хозяйство, здесь очень развит туризм. И при этом, как и во всей Австрии, здесь же есть очень такая серьезная промышленность. Очень такие, ну, непростые промышленные предприятия. Вот в соседнем Филахе крупнейшее в Европе производство микропроцессоров, например. А здесь Фельдкирхен, он известен своими металлоконструкциями. Здесь есть несколько предприятий, которые производят, они не очень большие. Там по 60, 80, 100 сотрудников. Но вот эти предприятия, они производят высокотехнологичную продукцию. Это металлоконструкции сложные для мостов, для эстакад, для вот такого сложного строительства. Ну, вот здесь кони пасутся, здесь большая такая конеферма, вот, и у них лошадей в том числе сюда оставляют, вот хозяева лошадей оставляют здесь под присмотр на какое-то время. Вот смотрите, вот это предприятие там, вот видно, это один из таких заводов металлоконструкций. А вот спрашивали, кто стрижет газон. Ой, Ирина стрижет, Андрей, я помогаю. А хотя можно вызвать, есть в соседнем городе такая служба для безработных, называется Neue Arbeit, новая работа. И можно вызвать, такая приезжает бригада их бодрых мужичков. А стоит это от 50 до 60 евро. И они полностью, вот участок, все. Если надо, живую изгородь постригут. Вообще, то есть у них работа почасовая. И причем час стоит 3 евро всего. То есть остальное это транспорт, оборудование, все это материалы. Ты их можешь, вот они приехали, можешь час, 2, 3 часа работать, сколько надо. И они тебе будут работать. Вот. И, в принципе, я Ирине говорю, ну что ты сама-то?
Ну, ей нравится, говорит, я сама лучше. Хотя вот такая опция есть. Вызвать вот эту бригаду, все тебе сделают. Причем у них бензиновые вот эти ручные косилки. Они, так сказать, муха. Я смотрел, как они у соседям делают. У нас многие соседи пользуются. Они раз, все готово. Причем они все соберут, у них мешки, всю эту траву они вывезут с собой. То есть все очень цивилизованно там. Ну, я просто хочу разок попробовать. Говорю, давай один раз закажем. Сделают и... Чего самим-то корячиться? Вот смотрите, этот цветок, Ирина его посадила первый раз, в этом году, и он цветет, вовсю цветет, холода не холода, октябрь не октябрь. Удивительный, конечно, и такой пестрый, такая цыганская расцветка. Это у нас Анфисия, она здесь спит, вот на компостных ящиках. Это моего собственного производства компостные ящики, сам сколачивал в свое время. И она любит там картонка ей положена, любит полежать, поспать. Оттуда видно соседний участок, ей видно озеро там, если она посмотрит вот в другую сторону. Ну, короче, такая ключевая позиция. Она летом тут была тень, вот, в тени. А сейчас уже, конечно, там наоборот на солнышке поприятнее, но она как-то вот по привычке вот, на этих компостных ящиках продолжает спать. Вернулся на пирс, зарядку сделал свою. Эти неправильно поняли. Говорит, может, еще одну банку дашь? Не дам. Вот. Еды полно еще. Давайте, травка. Все. А то хитрые какие. Уткам бы дал. Ну, вы уплывете, тогда с утками разберемся. Видео, вот съемки и выход видео, они по времени немножко разнесены. Обычно это неделя, максимум 2 недели разница между датой съемок и датой выхода ролика с этими кадрами. Вот, Ирина убирает вот эту многолетнюю и засаживает почвопокровный такой. В свое время Ирина посадила вот эту траву, которая якобы не требовала, чтобы ее... там склон с газонокосилкой неудобно. И она посадила траву, которая якобы не требует, чтобы ее подстригали. Она сама-то правильного размера всегда, и автоматическая такая трава. Чудо, короче. Короче, это чудо. 1 год поросло, так сказать, на следующий год она отказывалась вырастать, и вот мы наблюдаем вот эти проплешины, какой-то ужас. Ирина все надеялась реанимировать эту траву, в итоге она приняла решение ее ликвидировать, на ее место посадить не траву, а есть такой мелкий, низкий кустарник, именно почвопокровный, который свисает вниз. Посмотрим, такой эксперимент проведет, увидим, что получится. Такая осень, какие-то дела, заботы. Желаю вам хорошего настроения, несмотря ни на что. Будьте здоровы, будьте счастливы. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. И пока-пока.